Приветик, ребята! Сегодня пятница, и давайте начнем нашу тренировочку для подростков. Начнем мы, как всегда, с легкой разминки. Начинаем все с шеи и заканчиваем ножками. Делаем повороты головы в сторону, круговые вращения, в обратную сторону. Молодцы! Разминаем плечи. Теперь сгибаем руки в локтях. Обратно. И ровные ручки. Энергичней. Обратно. Умнички. Теперь делаем вращение корпуса. Наклоняемся вперед, в сторону, назад. Вперед, в сторону, назад. Ноги при этом ровные. Руки перед собой, в обратную сторону. Сильнее наклоняемся, спина ровная при этом. Отлично. Теперь тянемся в сторону одной рукой. Помогаем второй рукой. Отлично. В другую сторону. И добавили руку. Теперь тянемся в центр. Ноги прямые, спина прямая. Дыхание ровное. Дотрагиваемся к полу. Теперь вторая рука кверху и другая рука. Одной держимся за пол, а второй тянемся к стенке. Взгляд направляем тоже туда. Потолок, да, смотрим. Стараемся спину не круглить. Остановились и теперь крутим кружочки коленами. Чуть-чуть приседаем при этом. Обратно. И каждая нога по отдельности. Вторая ножка. Умнички. Теперь давайте сделаем выпад в сторону. Носок смотрит вверх. Вторая нога. Выпад. Вторая нога. Пониже садимся. Держим равновесие. Молодцы, встаем, отдышались немного, вдох-выдох, еще раз вдох-выдох ртом и вдох носом, выдох ртом. Ну что, давайте начнем нашу кардио-тренировку, наше первое упражнение, поехали. Мы делаем небольшой присед, руки перед собой, ногой отходим в сторону и возвращаемся в исходное положение. При этом мы не встаем, у нас всегда такой полуприсед. Делаем все в энергичном темпе. Дыхание у нас ровное и чуть побыстрее. Слишком медленно не задерживаемся. Раз, два, раз, два. В более быстром темпе. Остановились и теперь делаем прыжки на месте. Поднимаем ручки и расставляем ноги на ширине плеч. Выдох, выдох, выдох. Животик подтянут. Быстрее. Остановились и делаем опять такие вот приседания в стороны. Быстрее. Не отстаем. Чуть-чуть сгибаем ноги в коленях.
Еще. И поехали наши прыжки. Побежали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 еще. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Остановились. Отдышались. И давайте к следующей двойке. Делаем прыжки в приседаниях. Немного присаживаемся и сразу же, помогая себе руками, переворачиваемся. Приземляемся на полную ступню. Помогаем себе руками, так будет легче вам перепрыгивать. Спина ровная. Молодцы, остановились. Теперь становимся в планку на вытянутые ноги. И делаем прыжки такие. Ставим ноги в одну точку и потом расставляем их на ширине плеч. Корпус ровный у нас, прямая линия. Дыхание ровное. 1, 2, 1, 2. Быстрее. Не отстаем. Молодцы. Встали. Немного отдышитесь. И поехали наши прыжки. Пониже садимся. Энергичнее переворачиваемся, стараемся. Ноги чуть шире, плечи у вас становятся. Молодцы, остановились. И опять возвращаемся к нашей планке. И начинаем наши прыжки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, 25. Молодцы. Встаем, отдыхаем, пьем воду, не забываем про нее. Ну что, давайте приступим к нашему первому упражнению. Опорная нога у нас будет в левой в начале. Вы можете держаться за стенку или же просто держать равновесие, как вам будет удобно. Итак, мы опускаемся, касаясь рукой к полу. Вторую ногу мы просто держим в воздухе. Здесь очень важно держать равновесие и присаживаться как можно ниже, чтобы вы почувствовали напряжение в ягодицах и в задней поверхности бедра. Это просто замечательнейшее упражнение именно на подтяжку бедер и ваших ягодиц. Здесь очень важно, когда вы встаете, делать упор ноги не от носка, а от вашей пятки, чтобы включить именно ягодичные мышцы. Сделаем 20 раз на каждую ногу. Спину мы держим также ровно, не горбимся. Молодцы, остановились. И теперь ложимся на коврик, сделаем упражнение на пресс. Ложимся на спину, выставляем руки назад и встаем, скручиваемся к каждой ноге. 1 нога, 2 нога. Поднимаем лопатки и округляем спину. Чувствуем, что работает именно наш пресс. Выдох, вдох, выдох, вдох. Поэнергичнее. Давайте сделаем 25 раз. Повыше поднимаем ножку. Еще немного. Молодцы, встаем сразу же. Немного отдышитесь. И сразу же берем нашу правую ногу, становимся на нее. Получается, левая у нас нога будет висеть. И левой же ручкой мы касаемся к полу. Вторую можете поставить себе на пояс. Не забываем, что отталкиваемся мы от пятки. Пониже садимся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Чувствуем, что работает
наша попа, наши бедра, да, задняя поверхность бедра в большей части. Держим равновесие. Если совсем туго с равновесием, можете держаться за стенку, за шкаф, что угодно. Молодцы. Остановились и опять сразу же возвращаемся на коврик к нашему упражнению. Вытянули ручки, ноги и поехали. 1, 2, выдох, 3, 4, 5, 6, выше ногу, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, еще 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще 5. 1, 2, еще 3, 4, 5. Остановились. Умнички. Встаем, отдыхаем. Молодцы. Глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох, выдох. Берем водичку, пару глотков, не больше. Открываем и пьем. Я очень надеюсь, что вы тоже пьете воду вместе со мной. Главное, не слишком много, опять же. Ну что, поехали. Наше следующее упражнение. Мы становимся на вытянутые ручки. Одна нога в упоре, вторая у нас будет работать. Выставляем ее в прямую, немного в сторону. Носочек натянут. И поднимаем ее вверх, до параллели с полом. Как можно выше ее поднимайте. Тем самым у нас работает та часть ягодицы, где, в общем-то, собираются у нас жировые отложения. Это ушки. Эти ненавистные ушки. Так что сделаем 20 раз на каждую ногу. Главное поднимать повыше ножку и не бросаем ее на пол, не отдыхаем. Также здесь еще работает боковая часть спины. Вот эти бока у нас хорошо прорабатываются. Так что очень неплохое упражнение. Главное продержаться 20 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, выше, 6. Не бросаем. 7, 8, 9, 10, 11. Терпим. 12, 13, 14, 15, 16. Еще. 17, 18. Еще ради меня. 19, 20. Умнички. Отдыхаем. Молодцы. Когда сделали вот так подряд, оно, конечно, тяжеловато, но очень-очень эффективно. Ну что, продолжаем наше второе упражнение. Становимся в такую вот позу. Попа у нас наверху, и мы поднимаем одну ногу, затем вторую. Одну прямую, вторую. У нас при этом спина ровная, руки ровные. Попа как можно выше поднимаем ее, да. И когда мы выводим ножку наверх, пяткой кверху, да, мы хорошо прорабатываем ягодицы. Здесь очень хорошо задействована спина. Руки также статично напряжены. В общем, пресс работает. Очень универсальное упражнение. Молодцы, потянулись. Отдыхаем. Медленно встаем. Немножко отдышитесь. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Ну что, поехали, у нас второй подходик. Так же самое повторяем, да? Выставляем ножку в сторону. Именно в сторону, не сзади вас. И поехали. Как можно выше ее поднимаем. Тянемся пяткой к потолку. Руки у вас, одна получается рука, которая в паре с ногой, она прямая, а вторая немного полусогнутая. Вы как бы делаете такое равновесие себе. Еще, девчонки, давайте, работаем. Молодцы. Сразу же, моментально поменяли положение. Работает у нас левая ножка. Поехали. 1, 2, 3, 4, прямая нога, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Последний 20. Молодцы. Есть такое. Умнички. И повторяем наше упражнение. Подняли попу как можно выше. Ноги у нас на носках стоят. И поднимаем раз ногу, 2, 3 повыше, 4, 5. Прям хорошо толкайте. 6, 7, 8, 9, 10. Еще выше. 11, 12. Спина прямая. 14. Или 14. 15. Умнички, опустились. Опустились. Смотрите по своей выносливости. Я же не знаю, насколько вы натренированы. Может, вам мало будет 15, делайте больше. Может, вам много будет 15, делайте 10. Но главное, делайте. Ребят, никто не сделает ради вас и вместо вас, кроме вас самих. Так что все в ваших руках, опять же. Пьем воду, отдыхаем, и, как обычно, у нас на повестке дня, конечно же, рецепт полезного перекуса, который вы сможете взять с собой в школу или в университет. Так что давайте начнем. Итак, сегодня мы будем готовить очень вкусные, а главное, очень полезные овсяно-творожные кексы. Для его приготовления вам понадобится овсянка, творог, 1 яйцо, сода, мед, корица, семена льна, ягоды, и также вам понадобится силиконовая формочка для кексов. Хорошо перемешиваем творог вместе с яйцом. Добавляем пол чайной ложки соды, 1 чайную ложку меда и все тщательно перемешиваем. Также я добавлю 1 столовую ложку семян льна, это будет очень полезно для наших кексов. Пол чайной ложечки корицы для приятного аромата. Все тщательно мешаем. Далее мы добавляем овсянку. Здесь опять же очень важно следить за консистенцией нашего теста. Оно должно быть не слишком сухим и не слишком мягким, чтобы с него можно было слепить кексы. Выкладываем наше тесто в силиконовую формочку, которую я заранее присыпала немного мукой. Для удобства, чтобы тесто не прилипало к ложке, можно ее немного смачивать водой. Заполняйте формочку не до конца, так как наши кексы еще набухнут. Далее я добавляю ягоды, просто пальчиком вдавливаю их внутрь кекса. На самом деле это могут быть ягоды, орехи или шоколад, все, что вам пожелается. И, конечно же, отправляем наши кексы в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Ура, у нас все готово, немного остудив кексы, можно их вытаскивать с формы. У нас получились очень нежные, немного кисленькие из-за ягод творожно-овсяные кексы. Их мы выкладываем в контейнер для еды, плотно запаковываем, и наш перекус в школу, в универ, на работу готов. Всем приятного и полезного аппетита! И давайте вернемся к нашей кардиотренировке. Опять повторяем тот же набор упражнений. Делаем такой полуприсед и перебегаем со стороны в сторону. Руки перед собой, дыхание ровное, с новыми силами. Начинаем нашу тренировку заново. Где-то 20-25 раз. Главное держать темп. Даже не важно, сколько будет повторов, главное держать темп. Все-таки это кардиоупражнение, нам нужно вновь вернуться в хорошее настроение, в хорошее тренировочное настроение, так чтобы сердечко заработало и мы были готовы к тренировке. Продолжаем опять же наши прыжки, 20 раз. Повыше поднимаем руки. Молодцы, возвращаемся к приседаниям в стороны. Ничего страшного, если вы сбились, ничего страшного не будет. Главное, с каждым разом у вас тренировка будет все легче и легче получаться. Я уверена, что у вас так и будет.
Продолжаем. Остановились, умнички. Поехали дальше. Теперь у нас опять прыжки. Ноги пошире. Становимся на носочки. Животик подтянут. Выдох, выдох, выдох. Следим за дыханием. Это в первую очередь, из-за чего вы можете уставать, потому что вы неправильно дышите. У вас может из-за этого кружиться голова, одышка появляться, все что угодно. Главное следить за дыханием. Поехали, у нас прыжки с переворотами, с приседанием, да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Молодцы. Теперь возвращаемся к нашу планку и прыжком подставляем наши ножки в центр и в стороны. Давайте, девчонки, держим темп. Еще немного. И остановились. Встаем. Немного отдыхаем и возвращаемся к нашим прыжкам. Осталось совсем немного. Пониже садимся. Помогая себе руками, локтем, да, отодвигаемся и сразу же перепрыгиваем. Как бы отталкиваемся от воздуха. И еще. Молодцы. Умнички. Становимся в планку. Корпус ровный и побежали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. 21, 22, 23, 24, 25. Умнички. Молодцы. Встаем, отдыхаем, пьем воду. Осталось совсем немного. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Ну что, мы ложимся с вами на коврик, упираемся руками и делаем не совсем обычные отжимания, усложняем их. Одну ногу мы ставим на колено, а вторую прямую мы поднимаем в воздух. И делаем наши обычные отжимания. Как бы вроде бы ничего сложного, но когда мы стояли на просто коленах, на 2 коленах, нам было легко. Теперь мы немного усложняем. Пора усложнять, девчонки, все, хватит. Так что у нас опускается корпус, он прямой остается, нога тоже прямая висит в воздухе. Да? Так нам будет гораздо тяжелее отжиматься. Сделаем 20 раз. Умнички. Отдохнули. Это мы поработали на руки и грудь. Теперь у нас на очереди икры. Мы тоже про них не забываем. Упираемся рукой за стенку и поднимаемся на одну ножку. На носочек поднимаемся, вторая нога у нас просто висит в воздухе. Именно на носочек, чтобы ваша пятка поднялась. Ни в коем случае не бойтесь, что у вас накачаются огромные икры. В этом случае вы не должны бояться, потому что вы не используете дополнительный вес, только вес вашего собственного тела. А это уж никак не накачает вам огромные мышцы. Молодцы. Поменяли положение на вторую ногу. Прям чувствуете, что работают ваши икроножные мышцы. В данном случае это главное. Про ножки тоже нельзя забывать, потому что у нас там тоже могут быть какие-то жировые отложения. Поэтому нужно работать над всем телом сразу же. 20 раз на каждую ногу. Во втором подходике мы немного изменим это упражнение. Молодцы. Кстати говоря, не бойтесь на всякий случай, что завтра у вас могут болеть икроножные мышцы, потому что эти мышцы у нас довольно-таки непроработанные, и обычно мы их не прорабатываем как-то, поэтому они могут дать о себе знать. Ну что, возвращаемся к нашим отжиманиям. В данном случае мы теперь поднимаем ногу другую уже. Прямая у нас левая нога, стоим мы на правом колене. И поехали наши отжимания. От пола
корпус у нас ровный, опускаемся практически до касания грудью к полу. Но не кладем себя на пол просто. И сразу же поднимаемся. Локти у нас сгибаются немного в сторону. Выдох, мощный выдох, когда мы встаем. Отлично, молодцы. Умнички. Теперь давайте опять вернемся к нашим икрам. Для этого нам понадобится стульчик или все что угодно, за что можно упереться. Мы носки расставляем в стороны, чтобы они смотрели в стороны, и поднимаемся на носочки. Пятки у нас отрываются. Сделаем 10 раз так, когда носки смотрят в стороны. Теперь носки смотрят вперед. Поднимаем ноги тоже 10 раз. Прям хорошо поднимайтесь на носочки, чтобы заработали икры. И теперь носки смотрят у нас внутрь. Тоже поднимаемся. Это нужно для того, чтобы икроножную мышцу проработать со всех сторон, потому что это не огромный кусок мяса, который у нас там на ножках. Это мышцы, которые находятся в разных плоскостях. Их нужно со всех сторон обойти. Ну что, глубокий вдох, отдыхаем и выдох. Пьем воду, конечно же. Ну что, немного отдохнули, и давайте опять ложимся на коврик. Опять работаем над нашими бедрами и ягодицами. Сегодня у нас такая проблемная зона, день проблемной зоны. И поднимаем мы ногу просто вверх, носочек тянем, хорошо его натягиваем, резко подняли и опустили. Не бросаем на пол ногу, как обычно. Можете упереться рукой в пол, чтобы вам было удобно. Что у нас здесь работает? У нас здесь работают ягодицы. Опять та же самая часть с нашими ушками. Также работает здесь боковая часть бедра, то есть квадрицепс хорошо натягивается, внутренняя поверхность бедра. В общем, бедра в целом, опять же. Сделаем 25 раз таких полных подъемов. Потом не останавливаемся, у меня для вас сюрпризик. И теперь 10 раз поднимаем такими мелкими шажками, чтобы добить наши бедра. Умнички. Встаем, отдышались немного. И поехали наше следующее упражнение. Немного отодвиньте коврик, если он у вас есть, чтобы он не мешал нам. Опять же, становимся на прямые руки, поднимаем так же само попу, мы уже знаем, как это делать. И выходим в планку шагами, и шагами этими же поднимаемся, насколько можем, чтобы у вас при этом оставалась спина ровной, не горбилась она. Это упражнение направлено на вашу спину и на ваш пресс, просто замечательнейшим образом. Также здесь хорошо, опять же, напряжены руки. Если делать все правильно, то есть становиться изначально в линию ровную планки, и потом подниматься как можно выше, попа вверх, да, и при этом спина ровная, то все будет идеально просто. Сделайте так хотя бы раз 12 или 13. Не спешим, главное все делать правильно. Раз, два, три поднялись, раз, два, три опустились. Отлично. Отдыхаем. Встаем. Возвращаем наш коврик. Сейчас у нас подходик будет на другую сторону. Будет работать вторая нога. Ложимся на коврик. Упираемся рукой так, чтобы вам было удобно. Вторая нога у нас согнута в колени. И поднимаем мы в данном случае, это какую? Левую, да? Левую ногу. Повыше прям тянем. Резко подняли, чуть медленнее опустили. Совсем чуть медленнее. 25 раз и потом 10 раз коротких рывков. Нога у нас ровная, идеально ровная, не сгибаем ее в колени. И напрягите ее хорошо.
В данном случае подумайте, что у вас не нога, а какая-то палка. Напрягите все мышцы, все, что возможно, именно на этой ноге. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Умнички. Немного отдохните. Глубокий вдох. Выдох. И поехали. Наше следующее упражнение. Попа наверх. Опускаемся в планку. 1, 2. Поднялись. 3. Ровная линия. 4. 5. 6. Руки тоже прямые. 7. Опустились. Поднялись. 8. 9. Еще. 10. 11. Еще немного. 12. 13. Опустились. Молодцы. Делаем столько, сколько вы сможете. Главное не жалеть себя, не плакать. Ой, да нет, все, я уже не могу. Делайте так, чтобы вы потом гордились собой, что вы такие молодцы. Пьем воду, отдыхаем и наконец-то давайте отдохнем и сделаем нашу заминочку. Мы это заслужили, потянем голову в сторону, расслабимся, расслабим все мышцы, в другую сторону, вниз тянем, немного давим, совсем немножечко, так легонько, чтобы почувствовать натяжение мышц, совсем легонечко. И тянем руку в сторону. Да, будьте аккуратны с мышцами шейного позвоночника, чтобы там ничего вдруг не случилось. Очень медленно и плавно делаем нашу заминку и разминку. Теперь тянем локоть в сторону и другой. Руки в замочек, тянем их назад. И наверх. Молодцы. Делаем наклон в сторону. И в другую сторону. Умницы. Теперь тянемся в центр, ноги прямые, схватили себя за лодыжки, спину держим более-менее прямой, никаких горбов, ноги прямые, держимся в таком положении и встаем. Глубокий вдох, выдох, опустились, вдох, выдох. Умнички. Теперь давайте сделаем выпад. Колено прямое. Руки наверх, тянемся назад. Держим равновесие, учимся держать равновесие. Опустили колено и пододвинули ногу к себе. Спина прямая, грудь вперед. Дыхание ровное, отдыхаем. Молодцы, встаем. Вторая нога пошла. Руки назад. Как можно дальше постарайтесь потянуться. Опустились, подтянули ногу. Есть. Встаем. Делаем выпад.
Носок смотрит вверх. Старайтесь с каждым разом, когда вы делаете эту заминку, пониже опускаться, соблюдая правильную технику, конечно же. Опять же, не забываем, что пятку опорной ноги мы не отрываем от пола. Колено смотрит по направлению с носком. Про опорную ногу я сейчас говорю. Вторая нога прямая, она у нас всегда прямая, и носочек должен смотреть вверх. Так будет идеальная растяжка у вас. И каждый раз старайтесь пониже пружиниться так, да? И потом держаться в одном положении. Умнички. Сделали глубокий вдох, выдох. Наконец-то мы это с вами сделали. Ну что, ребят, я с вами прощаюсь. Жду вас в следующую пятницу на моем канале. Пока!